Бескрайние просторы, пыльные дороги, ветер в лицо и гул мотора, что бьется в такт сердцу страны. На горизонте не просто машина, а легенда на колесах. МАЗ-500. Не грузовик, а настоящий символ эпохи. В середине 20 века Советский Союз переживал стремительную индустриализацию и масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры. Именно в этот период на свет появился один из самых знакомых грузовиков отечественного автопрома – МАЗ-500. Сегодня, спустя десятилетия, имя этого автомобиля вызывает у старшего поколения теплую ностальгию, а у молодежи – интерес к машине, ставшей символом целой эпохи. Разработка МАЗ-500 началась еще в конце 50-х годов на Минском автомобильном заводе. Инженеры стремились создать современный, надежный и экономичный грузовик, способный заменить морально устаревшие модели, такие как ЯЗ-200 и даже знаменитый ЗИС-150. Первые опытные образцы появились в 1957 году, но серийное производство запустили лишь в 1965 году. Причиной задержки стали сложности с доводкой конструкции, поиском оптимального дизельного двигателя и необходимостью перестройки всего производственного цикла. МАЗ-500 стал настоящим прорывом. Он получил бескапотную компоновку, что позволяло увеличить полезный объем кузова и улучшить обзорность. Под кабиной трудился 11-литровый дизельный двигатель D12A мощностью 180 лошадиных сил. Для своего времени это была передовая силовая установка, отличавшаяся выносливостью и относительной экономичностью. Грузоподъемность составляла 7 тонн, что в те годы считалось серьезным показателем для универсального грузовика. Но главное, МАЗ-500 был нашим. Он не просто ездил по дорогам СССР, он был частью повседневной жизни миллионов людей. Его можно было встретить везде – на стройках новых городов, колхозных полях, на лесозаготовках и у заводских ворот. Эти грузовики возили цемент для панельных домов, зерно с полей, лес из тайги, уголь на теплоэлектроцентрали. Он был незаменим в условиях, где асфальт заканчивался, а начиналась грунтовка, грязь и бескрайние просторы нашей необъятной родины. Вспоминается запах солярки, смешанный с ароматом свежего хлеба из ближайшей пекарни, который возил МАЗ по утренним улицам, и звук его мотора, глухой, размеренный, как сердцебиение огромного, но доброго зверя. Кабина, хоть и не роскошная по современным меркам, была просторной для своего времени. Водители ценили этот автомобиль за надежность, ремонтопригодность, все было продумано до мелочей, каждая деталь доступна и понятна. Многие шоферы говорили, что МАЗ не подводит, и это было не просто расхожее выражение, а жизненный опыт. Семья МАЗ-500 быстро пополнялась. Появились модификации МАЗ-500А с улучшенной кабиной и двигателем, МАЗ-503 с удлиненной базой и бортовой платформой, МАЗ-504 сидельный тягач для работы в составе автопоезда. Позже на базе 500-й модели создавали самосвалы, лесовозы, цистерны и многое другое. Машина стала настоящей рабочей лошадкой советской экономики. Но помимо практической роли, МАЗ-500 занимал особое место в культуре. Его можно было увидеть в фильмах того времени, от «Бриллиантовой руки» до «Мимино». Он был фоном, на котором разворачивались судьбы героев. В детских игрушках, школьных рисунках, в рассказах дедов и отцов он был частью коллективной памяти. Даже сегодня, увидев старенький МАЗ на обочине или в музее, люди останавливаются, фотографируются, вспоминают, а вот на таком я ездил в армию. А на таком мой отец возил картошку с дачей, а такие стояли у нашего хлебзавода. Конечно, по современным меркам МАЗ-500 кажется архаичным. Нет гидроусилителя руля, автоматической коробки, климат-контроля, АБС и прочих благ цивилизации. Но именно в этом заключается его обаяние. Это машина, в которой чувствуется рука человека, не только водителя, но и инженера, слесаря, сварщика и всех тех, кто вкладывал душу в ее создание. Она не была умной, она была живой. Производство МАЗ-500 продолжалось до 1977 года, после чего его сменил более современный МАЗ-5335. Но даже спустя десятилетия после схода с конвейера эти грузовики еще долго трудились на просторах бывшего СССР. Некоторые из них и до сих пор можно встретить в глубинке. Ржавые, уставшие, но гордые, как ветераны, не желающие уходить на покой. Сегодня МАЗ-500 не просто автомобиль, это символ эпохи. Эпохи, когда страна строилась руками, когда машина была не просто средством передвижения, а верным боевым товарищем.
Эпохи, когда за каждым грузовиком стояла целая история. История о труде, о дорогах без конца и о верности своему делу. Возвращаясь к нему через призму воспоминаний, мы не просто вспоминаем технику. Мы вспоминаем время, когда все казалось возможным, когда даже самый простой грузовик мог стать частью великой истории. И может быть, именно поэтому МАЗ-500 до сих пор жив. Не в ангарах и гаражах, а в сердцах тех, кто знал его в лицо.